Ребята, всем привет! Очередной выпуск Kurtz Crazy Train. И я вам расскажу сегодня об очередных компакт-дисках из своей коллекции. Но предварительно скажу так, я вот слушаю тяжелую музыку уже более 30 лет. Понятно, что большая часть составляла всякие известные группы поначалу, Metallica, Iron Maiden, Dio и прочее. Но в дальнейшем я, конечно, слушал очень много подземных групп, андерграунда. И надо признать, что из этих андерграундных групп, из подземных групп, очень многие остались у меня в душе на долгие годы и в моей коллекции. Я их часто переслушиваю, не буду их перечислять, их очень много. И вот на самом деле основная идея этого канала, который я сейчас продвигаю, это именно показать вам компакт-диски андерграундных групп, подземелья. И сейчас мы продолжаем знакомить вас с компакт-дисками, выпускаем Алексеем Королевым, его лейблом Satanat Records, ну и его производных, Green Distribution и прочее. И сегодня это группа именно самого Алексея Королева, это Абигорум. Правда, это не совсем его альбом, это сплит с группой Стрибог из Австралии. Традиционно начнем с оформления. Обложка альбома типично блэк-металлическая. Также яблоко компакт-диска. Ну, я предполагал, что начнется black metal, и первая песня не разочаровала. Это был классический скоростной black metal с злобным скримингом и небольшой такой клавишной подкладочкой. Дальше картина кардинально меняется. Начинается Dark Ambient, смешанный с индастриалом, с четким ритмическим рисунком, неторопливым, с сэмплами из арсенала Godflesh и эпической мрачной атмосферой. Я очень бы хотел, чтобы это был не сплит и не часть сплита на 22 минуты, а целый альбом минут на 45-50, как это положено. Дальше идет трек проекта Стрибог из Австралии. 33-минутный, один-единственный, длиннющий. Начинался он как такой монотонный, достаточно однотипный и примитивный по мелодике Dark Ambient с четким ритмом. Причем ритм создает в том числе звук такого как бы выстрела из бластера, из 8-битных приставок из 80-х, там 90-х годов. Такой пиу, пиу. Но в середине трека идет минуточек так на 8, совсем амбиентная такая часть, без четкого ритмического рисунка. Затем неожиданно там опять появляются какие-то техно-забои, техно-хаус. Такой вот. Где-то в момент перехода вот на эту амбиентную часть там был такой высокочастотный писк. У меня от него даже кошка насторожилась так сильно, что у нее чуть уши не отвалились. Эта часть Стрибога мне как-то не очень импонирует, потому что она носит на себе какой-то мультяшный такой оттенок. Я бы его так и назвал, мультяшный эмбиент. Следующий компакт-диск — это группа Панихида. Начнем традиционно с оформления. Здесь именно продукт ошибочной мутации, как и называется данный альбом. Мне это навело воспоминания о фильме «Муха». Я его тут же скачал, пересмотрел из 80-х годов, фильм ужасов. Зная, что у меня на обзор лежит и компакт-диск, я взял с полочки их предыдущий альбом, аж 12-летней давности, решил его переслушать, чтобы понимать, что же меня ждет на этом компакт-диске. Ну и надо признать, что это очень большая разница. Между ними лежит целая пропасть. На предыдущем альбоме был Gothic Doom Dead. Он классный, он хорошо записанный, там все в порядке и с вокалом, и с инструментарием. Но там были такие клавишные инструменты, клавишные приемы, которые придавали всей картине какую-то театральность, такую небольшую. И даже некоторую, наверное, скажем так, дискотечность, хотя общий настрой был достаточно драматичный. Ну и вот теперь спустя 12 лет это фактически новая группа. Здесь остался только один участник, это барабанщик Дмитрий Тришин. Все остальные участники, включая вокалистов, гитаристов, все новые. Соответственно, от той предыдущей группы осталось только название.
Ну и, соответственно, стиль здесь совершенно иной. Это классический death metal, причем с заявкой на техничность, где очень большую роль играет барабанные партии, ну и интересные партии баса. Местами прямо мне показалось, что это из арсенала Cynic, Atheist, Death, ну вот таких групп, которые классически считаются предшественниками или, может быть, родоначальниками, или самыми главными представителями technical death metal. Вокал на альбоме практически всегда это достаточно низкий гроул, но мне кажется, не стоит слишком уж разнообразить, потому что инструментальная часть и так достаточно разнообразная, зачем тут еще напихивать всяких вокальных фишек. Вот единственный минус, который меня, может быть, немножко напрягал, это некоторая такая отрывистость в аранжировке вокальных партий. А так, в связи с тем, что в последнее время мне приходилось слушать практически один блэк, один за другим, я был очень доволен. Тут death metal, то, что мне нравится, да еще и в таком качестве, так что фактически это 9,5 из 10, если вообще я правомочен ставить оценку. Так, еще два компакт-диска от одного проекта из Москвы, это In Tenebris. Это театр одного актера опять. И причем очень плодовитый, как это часто бывает у one-man-бэндов. Один альбом 2018 и второй свежий 2020 года. По музыке они, в принципе, достаточно похожи между собой. Хотя чувствуется большой шаг между альбомами 18 и 20 года. 2018 это «Поэзия зимней ночи». И 2020 «Горькое вино лета». Оба альбома это атмосферный и такой неторопливый black metal, или может post black metal. Я бы даже это сказал, назвал бы это black doom, потому что гитарная работа такая трагическая, местами даже похожа на гитарные пассажи из Paradise Lost. Но тематически они кардинально отличаются. Понятно, что «Поэзия зимней ночи» это тематические и лирические, это про зимнюю природу и проблуждание в ней, там, и не найти тропы, потеряться в этой вьюге, в этой зиме. Ну а лето, это понятно, что про летнюю природу, про пыль дорог, болото и прочие вот эти летние прелести. Может быть, не прелесть, потому что, в принципе, поэзия достаточно трагична. Лично для меня раздражающим фактором в альбоме 2018 года в некоторых песнях были вокальные аранжировки, где несколько голосов различных скримов, пониже, повыше, плюс гроулы, они как-то не очень гармонично накладывались друг на друга, и по всей вероятности это было сделано специально, но для меня такой рассинхрон оказался не совсем удобоваримым. Вот в летнем альбоме я такого уже не ощутил. Здесь для меня больше было гармоний и, кстати говоря, и больше таких вот близких мне мелодий, да и сама поэзия лично мне показалась более романтичной и какой-то более трагической, может быть. Это все, что я хотел показать, и еще раз хочу акцентировать то, что у одного и того же лейбла различные релизы оказались совершенно разнообразными для меня. Вот сегодня был death metal и industrial, смешанный с ambient, и post-black metal, или atmospheric black metal, или может быть black doom. Ну и подводя итог, надо сказать, что все 4 диска, которые мы сегодня посмотрели, только подтверждают вступительные слова из начала этого видео о том, что в андерграунде полно интересных, замечательных команд. Открывайте их для себя, покупайте их компакт-диски, поддержите их этим. Всем peace!